Здравствуйте, дорогие любители вязания! После того, как на нашем канале вышел мастер-класс по вязанию узора вьющийся стебелек, поступило много комментариев, много благодарностей, за что большое вам спасибо, за ваши отзывы, за то, что вы нас поддерживаете и стимулируете своими комментариями. Так вот, наша подписчица Людмила Смуркова прислала нам вот такой узор и попросила сделать мастер-класс по его вязанию. Когда я посмотрела эту фотографию, я пришла в отчаяние, думаю, да что же это, где же я, как же я, да не сделаю я. Но когда уже пригляделась и прочитала там пояснения небольшие, оказывается, этот узор может связать даже неопытная вязальщица. Вот при всей его вот такой вот красоте, вот такой вот оригинальности, вот даже неопытная вязальщица его может связать. Вот так он на изнаночке выглядит. Для того, чтобы связать такой узор, нужно иметь самый начальный опыт вязания, то есть лицевые изнаночные петли, и немного фантазии. Вот давайте посмотрим на схему. Вот схема этого узора. Вернее, это схема не узора, а схема основы этого узора. Сначала вяжется вот по этой схеме вот такое вязаное полотно с двумя косами и с гроздями. Затем отдельно вяжутся листики, вот эти усики. Это вяжется отдельно, и все это пришивается. Вот так просто и вот так вот великолепно. Давайте вот посмотрим на схему. Мы с вами вязать не будем. Я вам объясняю. Это изнаночные петли, изнаночная гладь, 7 петель изнаночной глади, 8 петель косы на лицевой глади, 12 петель изнаночной глади и 8 петель косы. И вот на изнаночной глади вот мы вывязываем вот это вот буква N латинская, мы вывязываем шишечки, она обозначает шишечку. Можно вязать шишечки в любом расположении, как вам нравится. Тут просто вот ваша фантазия. Главное, и косички можно вязать, и в другую сторону наклон делать, и более сложные косы вывязывать. Тут вот действительно уже фантазия вот это вот дается просто как пример. Итак, мы вяжем полотно. Я связала, чтобы не закручивался образец, 4 ряда платочной вязки по краям. Здесь на схеме этого нету. Просто, чтобы вам продемонстрировать образец, чтобы он не закручивался. И вот я вязала 7 петель изнаночной глади, 8 петель лицевой начинала вязать, опять 12 петель изнаночных, 8 лицевых и 7 изнаночных. И вот так мы провяжем, ну, сколько вам надо, на нужную вам высоту. Я вам покажу, как вязать косичку и как вязать шишечку. Шишечку вы можете вязать любым способом, который вам нравится. Я люблю вязать шишечки крючком. Можно вязать спицами, но вот у меня спицами не получаются ровно шишечки, если вот их много, и они рядом расположены, они у меня не получаются ровненькие все, одинаковые. У меня крючком получается лучше. Итак, давайте мы с вами свяжем сейчас, я покажу, как вяжется шишечка и как вяжется косичка. Это уже для тех, кто первый раз с нами вяжет, или для тех, кто совсем ни разу не вязал косы. Здесь на схеме показаны только лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вяжутся по рисунку. У себя на образце я набрала 24 петли и провязала после кромочной 7 изнаночных, 8 лицевых, 7 изнаночных и кромочная петля. Ну и несколько рядов в высоту. Итак, после кромочной провязываем 3 изнаночных, и на следующей петельке мы вывязываем шишечку. Берем крючок, вводим крючок в петлю на спице, на левой спице, и вытягиваем воздушную петлю. Петлю с левой спицы снимаем, а воздушная петля у нас будет вот такой длины,
Вот подлиннее мы ее вытягиваем, как будто мы провязали бы 2-3 воздушные петельки в высоту. Затем делаем накид, снова вытягиваем петлю, делаем накид, на крючке 4 петли, снова вытягиваем петлю, делаем накид, на крючке 6 петель, вытягиваем петлю, делаем накид, на крючке 7 петель, петля, накид, на крючке 8 петель и еще раз вытягиваем петлю. Вот, на крючке 9 петель. Вы можете, в зависимости от толщины ваших ниток, вы можете делать и 7 петель, и 5 петель, шишечку из 7-5 петель. Затем через все петли на крючке мы протягиваем рабочую нить и закрепляем ее воздушной петлей. Хорошо затягиваем. Шишечка у нас уже получилась. Теперь мы ее закрепляем в петлю на ряд ниже. Опускаемся с крючком вот в эту петельку на ряд ниже. И подхватываем ее за левую стенку. Снова на крючке 2 петельки. Протягиваем через них рабочую нить и переносим ее на левую спицу. Затем переносим все на правую спицу. Мы провязали. Хорошо затягиваем. Вот такая красивая, кругленькая, ровненькая шишечка получилась. Дальше вяжем 3 изнаночных и доходим до 8 петель лицевой глади. Берем дополнительную спицу, оставляем 4 петли на дополнительной спице перед работой, провязываем 4 лицевых и петли с дополнительной спицы мы тоже провязываем лицевыми. И заканчиваем 7 изнаночных. Вот так мы провязали, перекрестили петли, сделали косичку и провязали одну вот виноградинку. В изнаночном ряду мы провязываем петли по рисунку. То есть лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные петли мы вяжем изнаночными. Мы вяжем так петельки, как они лежат перед нами. Петлю от шишечки мы тоже провязываем лицевой. Вот так, посмотрите, как красиво получается. Очень красивая ровная шишечка, виноградинка. Я надеюсь, что вам понятно. И дальше вот просто продолжать по схеме. Провязать количество рядов по схеме лицевой гладью и снова сделать перекрещивание. И через ряд вот повторить уже 2 шишечки будет через одну петельку, потом 3 шишечки и так далее. И мы получим вот такую вот красивую гроздь винограда. Теперь нам нужно связать вот такие листики. Листик мы будем вязать вот по такой схеме. Он начинается с 5 петель. Итак, чтобы связать листик, набираем на спицы 7 петель вместе с кромочными. И вяжем первый ряд. Этот ряд будет изнаночным. Все петли в нем мы вяжем изнаночными. Первую кромочную мы снимаем, провязываем 5 изнаночных. И последнюю кромочную в изнаночном ряду мы провяжем изнаночной. Второй ряд лицевой. После кромочной провязываем 2 лицевых, делаем накид, лицевая петля, накид, 2 лицевых. И здесь в лицевых рядах я кромочные провязывала лицевыми. Вот мне показалось, что так листочек выглядит лучше. Может быть, я не права.
третий изнаночный ряд. Провязываем 3 изнаночных, делаем накид, изнаночная петля, делаем накид, 3 изнаночных. И здесь кромочную провязывала изнаночной. То есть в изнаночных рядах кромочные я провязывала изнаночными, лицевых лицевыми. Четвертый лицевой ряд. Провязываем 4 лицевых, делаем накид, лицевая, накид, 4 лицевых и лицевой петлей провязываем кромочную. И чтобы у нас была косичка, боковой край был косичкой, мы рабочую нить вот так вот сверху, после того, как кромочную провязали лицевой, мы рабочую нить не вот так вот будем вязать дальше, а просто вот сверху, чтобы здесь у нас была ровная косичка. Пятый изнаночный ряд. Все петли мы вяжем изнаночными. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель и кромочная. Шестой лицевой ряд. 5 лицевых, делаем накид, лицевая петля, накид, 5 лицевых. Седьмой изнаночный ряд. Все петли провязываем изнаночными, их будет 13. В восьмом лицевом ряду мы закрываем первые 4 петельки. Вот просто провязываем 2 петли вместе лицевой, получившуюся петельку возвращаем на левую спицу, снова провязываем 2 вместе лицевой и так далее. Вот так вот. 4 петельки мы закрыли. И далее у нас будет 9 лицевых. И 1 кромочная. В 9 изнаночном ряду мы снова закрываем 4 петельки. Вот рабочую нить убираем вверх, провязываем 2 вместе изнаночной и точно так же возвращаем петельку на левую спицу, снова 2 вместе изнаночной, 3-й раз так провязываем и 4-й раз так провязываем. И довязываем до конца ряда изнаночные петли. Вот как у нас получается листочек. Дальше у нас будет 10-й лицевой ряд. Мы провязываем 5 лицевых между кромочными. В 11 изнаночном ряду провязываем 5 изнаночных. Дальше 12 лицевой ряд. Провязываем лицевую петлю. И нам нужно провязать 3 вместе лицевой, но так, чтобы средняя петля была по центру. Снимаем, не провязывая, 2 петельки на правую спицу и меняем их местами так, чтобы вторая петля вот так перед первой. Вот так обогнула и возвращаем все петли на левую спицу. Мы среднюю петлю выставили вперед и провязываем 3 вместе лицевой. Вот так у нас средняя петля легла по центру. Дальше провязываем лицевую петлю и кромочную. В 13 изнаночном ряду мы провязываем изнаночные петли. В 14 лицевом ряду мы 3 петли между кромочными провязываем вместе лицевой. И точно так же мы среднюю петельку выставляем по центру и провязываем 3 вместе лицевой. Вот так. И уже получившиеся 3 петли мы вместе провязываем изнаночной и получаем
вот такой листик. Здесь нитки потолще, и листочек получился побольше. Итак, мы с вами связали основу с двумя косичками. Мы с вами навязали листиков. Еще нам нужно связать шнурок из воздушных петель. Шнурок вязать достаточно длинный, ну, смотря какое у вас полотно. Я вязала длинный шнурок, чтобы мне с этими кусочками потом не париться. Вот такой вот вяжем обычный вот шнурочек из воздушных петель. Вот он у меня длинный шнурок. Затем мы берем иголку и берем нить, желательно вот ниточку вот такую же. Я просто ее разделила. У меня нитка скрученная, я ее разделила. И вот брала одну ниточку и пришивала эти все элементы. Если нитка у вас одна, она вот не разделяется и толстая, то можно взять ниточки под цвет пряжи. И теперь нашиваем листики и вот этот шнурок, вот как вам нравится. Вот просто пришиваем листик, пришиваем к нему, прикрепляем вот тесьму, вот так вот. Затем я вот так вот пришила. Затем вот у нас же здесь перекрещивание. В это перекрещивание я тесьму вот просунула, и вот дальше я ее повела к грозди винограда. Снова я ее просунула. Сзади вот она у нас получилась вот такая, и больше ее нигде не видно. Вот здесь вот ее вытащила, сделала такой узелочек. И снова, в общем, здесь вы вот как вам вот будет, как заблагорассудится, чтобы, главное, чтобы вам нравилось, чтобы было красиво. Можете смотреть на фотографию, можете смотреть вот на этот образец. И вот так я сделала. Теперь я сейчас вам просто покажу, как я это делала. Вот у меня остаток уже тесьмы. Нам нужно пришить еще один листик. Я его вот сюда вот так вот просовываю. Здесь можно его, ну, вот так вот можно, ну, чтобы не совсем прямо было, вот так вот и загнуть. Можно точно так же сделать вот сюда узелочек к виноградной веточке. И вот просто я, ниточка тоненькая, ее не будет видно. Здесь я прям чуть-чуть закрепляю узкими стежками, и с изнаночной стороны они пошире. Вот так старайтесь, смотрите внимательно, чтобы полотно не стягивалось вашими швейными делами. Ну вот здесь я думаю сделать, ну, наверное, вот такую загибулину. Вот так меня устраивает. Дальше шнурочек вы просунем на изнаночную сторону. И можно вытащить его где-нибудь вот здесь. Вот так. Снова хорошо все подтягиваем. Сзади у нас шнурочек будет вот так выглядеть. И, ну, давайте вот таким образом закрепляем. И уже пройдемся по всему листочку. Слегка следить, чтобы
полотно не стягивалось. Все время проверять себя. Мы научились с вами вязать косички, мы научились с вами вязать шишечки, мы научились вязать листочки и собирать это все вместе, вот такую красоту неповторимую. Такой узор может украсить и полочки кардигана, и любые детские вещи. Можно такой узор связать на шапочке, вот как-то с одной стороны, чтобы не перегружать вот такими многочисленными элементами. Просто вот с одной стороны связать косичку и вот такие грозди винограда. Будет очень-очень красиво. Давайте скажем спасибо Людмиле Смурковой за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!